Это Вестинет, я Филипп Трофимов, и на этот раз мы в тайском городке Хуалак на конференции лаборатории Касперского. Security Analyst Summit – это ежегодная встреча специалистов по кибербезопасности со всего мира. В этот раз тут собралось порядка 150 экспертов. И на этот раз все стилизовано под легендарную компьютерную игру GTA. Он сделали даже такой гангста-бейдж. Все потому, что большая часть докладов посвящена безопасности, ну или скорее уязвимости современных автомобилей. Но первый большой доклад был про другое, про масштабную и немножко загадочную целевую атаку на определенных пользователей в России. Речь про атаку на ведущих политиков, ученых и журналистов, которым разослали фальшивые письма с приглашением на конференцию «Примаковские чтения». Обнаружили эту атаку еще весной и только теперь выяснили, что за ней стояло. Собственно, это была совершенно уникальная история. Почему? Потому что на самом деле я никогда не видел настолько универсального и легкого эксплойта в эксплуатации для побега с песочницы. Мы находили много зеродеев, они были очень технически сложные. А здесь можно было взломать любой веб-браузер под любую версию, абсолютно универсально, с помощью только одной команды. Это была логическая уязвимость. Google заплатила за нее $250 тысяч. $250 000 – это за информацию об уязвимости, в существование которой разработчик браузера Chrome, как говорят, просто не верил. А вот кто эксплуатировал эту уязвимость – загадка. В лаборатории Касперского выяснили, что само ПО разработано вполне легитимной компанией, но продается оно исключительно правоохранительным органам. А использовала его хакерская группировка, только одна, не первый год, для сбора информации и с неочевидными целями. Если бы оно реально текло, скорее всего, атакующие, они бы использовали его для каких-то финансово мотивированных атак. Если это какой-то обычный шпионаж, то атакуются, как правило, только правительственные организации. А здесь атакующие еще интересовались различными медиа. В чем была цель атаки на медиа, либо цель атаки на финансовый сектор? То есть понять настоящие мотивы атакующих очень сложно в этом случае. Что же касается автомобилей, которые теперь суть компьютеры на колесах и, соответственно, могут быть взломаны, то, как было сказано на панельной дискуссии, возможность того, что злоумышленники получат контроль над сотнями тысяч машин по всему миру, это пугает. С другой стороны, в истории человечества еще не было случая, чтобы люди отказались от удобной технологии только из соображений безопасности. То есть атаки на автомобили – это реальность, но с этим придется жить. Благо, заметная часть того, о чем говорили на конференции, самые разрушительные атаки на подключенные автомобили, это пока не то, что может угрожать конечным пользователям. Это то, что обнаружили безопасники, в том числе по запросу самих автопроизводителей. То есть это, скорее всего, будет исправлено. Но есть глобальная проблема с дизайном машин. Отказ от отдельных модулей с физическими кнопками в пользу единого блока с большим красивым экраном. На самом деле очень критично, что у вас в автомобиле получается блок, в котором находится большое количество функциональности и который по умолчанию имеет доступ к разным частям автомобиля. Как правило, в современных автомобилях эти модули, они обладают разными еще беспроводными интерфейсами. То есть Bluetooth, Wi-Fi – это понятно, а часто автопроизводители добавляют туда GSM-модемы. И нужно понимать, что с ними вектор становится весьма удаленный. То есть когда ты можешь при помощи смс-сообщений из другой части мира получить полный контроль над блоком, который имеет доступ ко всему, это весьма страшно. И, кстати, как говорят, в некоторых случаях исправить уязвимость обновлением ПО уже проданных машин почти невозможно, ибо проблема бывает на аппаратном уровне. Отдельная история с инфраструктурой, в особенности для электромобилей, то есть с зарядными станциями. На мой взгляд, проблема с зарядными станциями, в первую очередь бытовыми, в том, что это новый рынок. Туда хлынула масса компаний, и они не очень думают о безопасности. У них в приоритете удобство для пользователя. В итоге там почти во всех зарядных станциях можно найти критические уязвимости. Например, Tesla подходит серьезнее всех. Они быстро реагируют на доклады безопасников. Но на конференции Pound to Own Automotive в Токио, когда хакерам предложили взломать различные зарядные станции, не устояла вообще ни одна.
Взломанная зарядная станция для электромобиля – это может быть что угодно. От бесплатной зарядки, то есть кражи электричества, и до физического уничтожения контроллера и батареи автомобиля. Единственное, как говорят, что успокаивает, так это то, что транспорт хакерам пока не очень интересен, ибо они еще не разработали варианты монетизации таких атак.